Глава 106. Багровое пространство. Хань Ли взглянул на мужчину средних лет и обнаружил, что его лицо также явно было создано одной из масок гильдии странников. Лица, создаваемые масками, ничем не отличались от обычных лиц, но носители масок могли ощущать слабую связь между ними, и именно эту связь члены гильдии странников использовали для общения друг с другом. Змей-9 и Змей-16 явно тоже заметили это и один за другим вошли во двор жилища. Хань Ли на мгновение замешкался, но затем последовал их примеру. Как только все вошли во двор, мужчина средних лет быстро взглянул наружу, а затем снова закрыл двери. Двор был размером более 300 метров, и, кроме старого засохшего дерева, в нем был только комплект каменных столов и табуретов, расположенных у подножия дерева. Дерево росло на участке земли, но, кроме этого, остальная часть двора была вымощена совершенно новой плиткой, которая была безупречно чистой, без единого опавшего листа. Кроме того, внутри находилась главная комната, которая выходила прямо на дверь поместья, а по обе стороны от главной комнаты находилось несколько кабинок, двери которых в данный момент были слегка приоткрыты. Мужчина средних лет шел впереди, поворачиваясь к троице Хань Ли и говоря: «Я слышал, что высшее руководство посылает сюда еще людей, и я уже довольно долго жду. Могу я спросить, кто возглавляет эту миссию?» Хань Ли постоянно наблюдал за мужчиной средних лет с тех пор, как вошел во двор, и как только этот вопрос был задан, в его глазах тут же вспыхнул холодный свет, и он без предупреждения ударил мужчину кулаком сзади. Мужчина был весьма встревожен таким внезапным поворотом событий, но, похоже, он уже был готов. Из его спины вырвался поток красного света, сформировав мерцающий серебряный щит, который появился на пути кулака Хань Ли. Раздался глухой удар, и серебряный щит яростно взорвался, а мужчина средних лет отлетел в воздух и тяжело рухнул на каменную лестницу перед главной комнатой. Он тут же выплюнул несколько глотков крови подряд, и его аура значительно ослабла. Змей-9 и Змей-16 явно тоже почувствовали, что что-то не так, но как раз в тот момент, когда они тоже собирались начать действовать, раздался слабый жужжащий звук, и окружающее пространство внезапно начало искривляться и скручиваться. Вспышки красного света взметнулись в небеса в области радиусом несколько километров вокруг двора, и в небе появилась массивная проекция багрового барьера с бесчисленными багровыми рунами, пульсирующими на его поверхности. Прежде чем троица Хань Ли успела отреагировать, в центре проекции массива вспыхнул красный свет, и они вместе с мужчиной средних лет оказались в багровом пространстве. Это пространство, казалось, не принадлежало реальному миру, и в нем, казалось, не было конца ни в одном направлении. Над всеми находился плотный слой багровых инских облаков, а земля внизу была ярко-красного цвета, как будто пропиталась кровью. В окружающем воздухе даже витал тошнотворный запах крови. Как раз в тот момент, когда троица Хань Ли с озадаченными лицами осматривала окрестности, все багровое пространство внезапно сильно содрогнулось, и на земле мгновенно открылись сотни разломов разных размеров, из которых вырвались потоки вязкого багрового тумана. Затем из тумана под аккомпанемент призрачных завываний выползла череда прозрачных фигур. Эти фигуры были человекоподобными кровавыми призраками, которые выглядели так, как будто их только что освежевали, и они полчищами выползали из разломов на земле. Как только эти зловещие кровавые призраки появились из-под земли, они тут же издали череду хриплых криков и набросились на троицу Хань Ли. «Будьте начеку, товарищи даосы. Нам нужно не только обращать внимание на этих кровавых призраков, но и аура этого места тоже не совсем правильная», предупредил Змей-9, взглянув на кровавых призраков, а затем подняв глаза на багровые облака в небе. Хань Ли, естественно, тоже заметил, что запах крови, витающий повсюду в этом месте, похоже, содержит странный тип воинственной энергии, которая может проникать прямо в сознание, вызывая чувство разочарования и возбуждения. Однако, учитывая его огромное духовное чувство, этот уровень помех не заслуживал беспокойства. Высказав эти предостережения Хань Ли и Змею-16, Змей-9 перевернул руку и достал кусок белого нефрита с золотой нитью, продетой сквозь него. Затем он надел нить себе на шею, чтобы носить кусок нефрита как подвеску, и тот испустил поток полупрозрачного белого света, который охватил все его тело. Сразу же после этого он провел ладонью по воздуху, и перед ним во вспышке синего света возник поток синих волн, мгновенно поглотивший около дюжины ближайших к нему кровавых призраков, превратив их в облака кровавого тумана при контакте. Змей-16 тоже достал фиолетовый талисман и прижал его к своей переносице, и талисман внезапно исчез во вспышке фиолетового света. Сразу же после этого он издал низкий рев. Из его тела донеслась череда тресков и хлопков, когда его руки и туловище начали быстро увеличиваться. В этой новой увеличенной форме он высоко подпрыгнул в воздух, а затем рухнул на армию кровавых призраков впереди, как гигантский астероид, мгновенно раздавив 7 или 8 из них. Чтобы не вызвать подозрений, Хань Ли тоже сделал вид, что принимает пилюлю, а затем сделал шаг вперед и отбросил двух ближайших к нему кровавых призраков своими кулаками. Пока два кровавых призрака летели обратно, они столкнулись с еще дюжиной приближающихся кровавых призраков, и все они взорвались в кровавый туман под аккомпанемент череды глухих ударов. Троица быстро обнаружила, что эти кровавые призраки довольно устрашающие на вид, но с ними совсем несложно справиться.
На самом деле, ни один из них не мог выдержать даже одного удара. Однако проблема заключалась в том, что им, казалось, не было конца, и после того, как одна орда была уничтожена, из разломов на земле тут же появлялась другая, чтобы занять ее место. Сколько бы их ни убивали, всегда появлялись новые, и троица Ханьли быстро оказалась окружена сотнями кровавых призраков в водонепроницаемом кольце. Тем временем глаза мужчины средних лет, которого только что ранил Ханьли, слегка налились кровью, и на его лице появилось испуганное выражение, когда он лихорадочно вызывал всевозможные сокровища. Сначала он выпустил набор флагов массива, которые он установил в окрестностях, затем вызвал зеркало, которое зависло над его головой, а во вспышке красного света на его теле появился костюм багровых доспехов. Вокруг него один за другим появлялись защитные световые барьеры, чтобы защитить его со всех сторон, и ни один из окружающих кровавых призраков не мог приблизиться к нему. Все, что они могли делать, это лихорадочно вонзать свои призрачные когти в защитные световые барьеры, которых было около 7 или 8. Однако мужчина средних лет все еще, казалось, не чувствовал себя в безопасности, и он держал багровый длинный меч, беспокойно и тревожно оглядываясь по сторонам. Было ясно, что, хотя его сокровища были способны сдерживать орды кровавых призраков, они не могли помешать кровавому запаху в воздухе осквернить его рассудок. И действительно, вскоре он запрокинул голову и издал гортанный рев с полностью налитыми кровью глазами, выглядя так, как будто он полностью потерял рассудок, и начал дико размахивать своим мечом в воздухе. Без его контроля сила окружающих сокровищ значительно ослабла, и самый внешний световой барьер был быстро разорван кровавыми призраками. Ханьли сам отбивался от кровавых призраков, когда, увидев это, ему в голову пришла внезапная мысль, и он поспешно передал сообщение Змею-9 и Змею-16 через голосовую передачу. Чем больше этих кровавых призраков мы убиваем, тем более концентрированной становится кровь в воздухе. Действительно, мы должны как можно скорее выбраться отсюда. Иначе, если это будет продолжаться еще долго, мы не можем гарантировать, что тоже не сойдем с ума, ответил Змей-9. Товарищи даосы, у меня может быть способ разрушить это пространство, но мне понадобится ваша защита, пока я буду делать приготовления, сказал Змей-16 взволнованным голосом, отбросив нескольких кровавых призраков перед собой. «Действуй, товарищ даос», — сказал Ханьли, молниеносно протянув руки, схватив 2 кровавых призраков и швырнув их в сторону Змея-16, отправив их врезаться в орду кровавых призраков слева от него. С другой стороны, Змей-9 отправил всех кровавых призраков вокруг себя в полет, а затем подпрыгнул в воздух и приземлился справа от Змея-16, после чего сделал ручную печать и начал читать заклинание. Раздался низкий грохот, и перед Змеем-9 появилось облако синего водяного пара, испускающее потоки богатой духовной энергии водного атрибута. Сразу же после этого он сильно выбросил вперед ладони, и раздался драконий рев, когда из облака пара вырвался синий водяной дракон, летящий прямо на орду кровавых призраков, приближающихся слева от Змея-16. Вода брызгала во все стороны, когда десятки кровавых призраков были сбиты водяным драконом в мгновение ока, повергнув их строй в полный хаос. В то же время Ханьли уже появился справа от Змея-16 и пробирался сквозь армию кровавых призраков, нанося удары кулаками, отправляя одного кровавого призрака за другим в полет. Однако, делая это, он также постоянно осматривал окрестности, и в его глазах вспыхивал синий свет. С Ханьли и Змеем-9, прикрывающими его слева и справа, Змей-16 тут же сел на месте, скрестив ноги, а затем взмахом руки вызвал острый шип в форме узкой треугольной пирамиды. Острый кончик шипа был направлен прямо вверх в небеса. По всей поверхности шипа были выгравированы круги из крошечных и сложных рун, и, судя по пространственным флуктуациям, которые он испускал, это было приобретенное бессмертное сокровище, обладающее намеком на силу законов. И Ханьли, и Змей-9 были очень удивлены, увидев это. Во всем море Черного ветра было очень мало людей, которые владели бессмертными сокровищами, и они, конечно же, не ожидали, что такой ложный бессмертный, как Змей-16, будет иметь одно из них в своем распоряжении. Вызвав шип, Змей-16 сложил руки перед собой и неторопливо пропел заклинание. Спустя несколько мгновений его пение прекратилось, и он протянул руку, чтобы коснуться шипа перед собой, мгновенно открыв рану, которая начала обильно кровоточить. Окрашенный его кровью, шип тут же засиял ярко-красным светом, как будто его сильно нагрели в печи, а пространственные флуктуации, которые он испускал, становились все сильнее и сильнее. Как раз в этот момент из одной точки багрового пространства внезапно раздался мучительный вопль, и Ханьли и Змей-9 тут же повернулись в ту сторону, откуда донесся звук. Как оказалось, все защитные барьеры вокруг мужчины средних лет уже были разорваны, и он был полностью затоплен ордами кровавых призраков вокруг него. Однако в следующее мгновение среди кровавых призраков внезапно появилась вспышка красного света, которая быстро взметнулась в воздух, и оказалось, что это зарождающаяся душа мужчины средних лет.
Зарождающаяся душа держала миниатюрный багровый меч и поднималась в небо с безумным выражением лица. Однако прежде, чем она успела далеко уйти, в одном из багровых облаков в небе внезапно открылся разлом, из которого вылетела темно-фиолетовая чаша. Чаша на мгновение покружилась в небе, а затем испустила невероятно мощную силу всасывания, которая мгновенно притянула к себе безумную зарождающуюся душу. Как только зарождающаяся душа вошла в чашу, на нее мгновенно сошлась странная сила, уничтожив ее в мгновение ока, превратив во вспышку красного света, которая тут же исчезла в чаше. Затем на поверхности чаши появилась серия светящихся черных рун, которые, казалось, были выгравированы на ее поверхности. Глава 107. Побег. Почти сразу же после того, как зарождающаяся душа была поглощена чашей, из багровой чаши внезапно вылетел старик в фиолетовой мантии, который тут же указал пальцем на чашу издалека. Все руны на поверхности чаши мгновенно засияли ослепительным черным сиянием, переплетаясь и образуя бесчисленные крошечные узоры. Сразу же после этого из чаши вырвался толстый луч черного света, устремившийся прямо к змею 16 внизу. Луч света двигался невероятно быстро, и, будучи занятыми кровавыми призраками, Хань Ли и Змей-9 не успели вмешаться. Змей-16 находился на решающем этапе подготовки своей способности, поэтому он тоже не мог предпринять никаких уклоняющихся маневров. В этой ужасной ситуации ему ничего не оставалось, как изменить угол наклона шипа перед собой, чтобы он был направлен на приближающийся луч черного света, а не на свою первоначальную цель. Шип уже стал ярко-багрового цвета, и на его кончике только что появилась вспышка света. Однако, прежде чем вспышка света успела вырваться из кончика, в него ударил луч черного света, который при контакте яростно взорвался. Словно перед змеем 16 внезапно взошло мерцающее багровое солнце, посылая во все стороны яркий багровый свет и невероятно мощные ударные волны, заставляя весь окружающий кровавый туман отступить на несколько километров. Бесчисленные кровавые призраки отлетели от мощных ударных волн, а Хань Ли и Змей-9 пробились сквозь ударные волны и бросились к змею 16. Однако, прежде чем они успели добраться до него, багровый свет погас, и перед ними предстало тревожное зрелище. Змей-16 упал на землю с плотно закрытыми глазами, похоже, потеряв сознание. Несколько столбов черного света, похожих на металлические наконечники, пронзили его конечности и туловище, пригвоздив его к земле и испуская слабые флуктуации законов. Сразу же после этого высоко в небе раздалась череда раскатов грома, и Хань Ли и Змей-9 тут же замерли на месте, а затем отступили назад. В следующее мгновение с небес обрушилась серия шаров багрового молниеносного огня размером с мельничный жорнов, которые яростно взорвались, полностью затопив место, где они только что стояли, ослепительной молнией. Успокоившись, Хань Ли и Змей-9 одновременно посмотрели вверх и увидели, что старик в фиолетовой мантии держит в руке темно-фиолетовую чашу, а его лицо скрыто за слоем красного света, и молнии дико сверкают в багровых облаках вокруг него. Я знал, что у этих ублюдков обязательно будут еще союзники, но не думал, что сюда сразу прибудут 3 истинных бессмертных. Какая честь для меня. Если вы не хотите окончательно потерять рассудок, то немедленно сдавайтесь. Холодно усмехнулся старик. Если ты не хочешь умереть, то немедленно выпусти нас. Непреклонным голосом ответил Змей-9. Подумать только, что вы все еще ведете себя так дерзко, даже когда ваша смерть неизбежна. Позвольте мне преподать вам двоим урок уважения ценой вашей жизни. Гоготнул старик в фиолетовой мантии. Как только его голос затих, чаша в его руке вылетела из его рук и покружилась в воздухе, и в окружающих багровых облаках тут же раздалась череда раскатов грома. Сразу же после этого с небес, подобно метеоритному дождю, обрушились сотни шаров багрового молниеносного огня. Один за другим раздавались оглушительные взрывы, заставляя все пространство яростно содрогаться и трястись. С каждым шаром молниеносного огня, падающим на землю, оставался огромный кратер, а во все стороны вырывались огромные вспышки багрового огня и молний. Вскоре все пространство в радиусе нескольких километров было полностью заполнено бесчисленными вспышками багрового пламени, которые напоминали сад багровых цветов лотоса в полном расцвете, излучающих удивительно обжигающие температуры. Было неясно, было ли это сделано намеренно или нет, но ни один из шаров молниеносного огня не упал на змея 16. Вместо этого на него попали лишь следы багрового пламени, и жгучая боль мгновенно вывела его из бессознательного состояния, заставив завыть от боли. В глазах Хань Ли продолжал вспыхивать синий свет, когда он постоянно перепрыгивал с одного места на другое, пробираясь сквозь кровавых призраков и бурю молниеносного огня, но он все еще не мог избежать попадания беспорядочно летящих вспышек багрового пламени. Даже с его нынешним физическим телом пламя все еще причиняло ему легкую жгучую боль, и что еще хуже, пламя, казалось, также было способно поджечь его кровь, вызывая в его сердце чувство яростного безумия.
Однако, по его велению, из его дантяня мгновенно поднялся поток прохладной и освежающей энергии, который затем циркулировал по его голове, чтобы в мгновение искоренить чувство безумной ярости. Недалеко от Ханьли Змей-9 вызвал сокровище в виде синей тыквы, и из нее вырвались потоки водянистого синего света, образовав вокруг него мерцающий синий световой барьер. Барьер позволял ему отражать багровое пламя, но он с трудом справлялся с одновременным нападением как падающих шаров молниеносного огня, так и исходящихся кровавых призраков. Потребовалось всего несколько секунд, чтобы близлежащее пространство было практически полностью затоплено багровым пламенем, оставляя им двоим все меньше и меньше места для маневров и уклонения. За это время из разломов на земле продолжало вырываться все больше и больше кровавых призраков, и они, казалось, не только не испытывали никакого негативного влияния от багрового пламени, но и их скорость и сила, похоже, возросли в этой среде, когда они бросились на Ханьли и Змея-16, не заботясь о своей собственной безопасности. Змей-9 только что едва увернулся от нескольких шаров молниеносного огня, когда его тут же окружила орда кровавых призраков. В его глазах промелькнул мрачный взгляд, когда он прикусил кончик собственного языка, а затем открыл рот и выпустил поток кровяной эссенции, которая тут же исчезла в синей тыкве в его руке. Тыква тут же засияла ослепительным синим сиянием, на ее поверхности появились бесчисленные синие руны, а изнутри донесся звук бурной реки. Сразу же после этого из отверстия тыквы хлынул поток синей воды, который затем превратился в ряд водяных воинов в синих доспехах, которые с поднятыми ледяными копьями бросились на окружающих кровавых призраков. Сделав все это, он повернулся к Ханьли и передал ему сообщение через голосовую передачу: «Мы не можем допустить, чтобы так продолжалось, Змей-15. Я найду способ занять этого человека, а ты иди, спасай Змея-16 и помоги ему разрушить это пространство». Как только его голос затих, в его глазах промелькнул красный свет, и он устремился к старику в фиолетовой мантии, как полоса света. Однако Ханьли не ответил на это и, казалось, вообще не слышал Змея-9. Сначала он нанес несколько ударов, чтобы отбросить кровавых призраков вокруг себя в воздух, затем увернулся от нескольких шаров молниеносного огня и внезапно изменил направление, улетая в определенном направлении с невероятной скоростью. Змей-9 только что добрался до старика в фиолетовой мантии, когда краем глаза увидел это, и он тут же пришел в ярость. «Змей-15, куда, черт возьми, ты идешь?» Прежде чем он успел что-либо сделать, из чаши в руке старика в фиолетовой мантии вырвался луч черного света, который устремился прямо к его голове. Он поспешно влил больше энергии в свою синюю тыкву, которая выпустила несколько потоков синего света, начавших кружиться перед ним, образуя массивный синий вихрь. Раздался глухой удар, когда луч черного света упал прямо в центр вихря, в результате чего произошел взрыв черного света, а синий вихрь под аккомпанемент громкого грохота быстро уменьшился. Как раз в этот момент из чаши в руке старика в фиолетовой мантии вырвалось еще несколько лучей черного света, и Змей-9 был вынужден сосредоточиться исключительно на защите, заставляя синюю тыкву выпускать новые потоки синего света. В результате он не смог преследовать Ханьли. В этот момент красный свет в его глазах постепенно становился все ярче и ярче, а кусок белого нефрита, висящий у него на груди, стал довольно тусклым и уже не был таким блестящим и полупрозрачным, как раньше. Ваш товарищ уже бросил вас. Но будьте уверены, он никак не сможет вырваться из этого пространства. Гоготнул старик в фиолетовой мантии, даже не взглянув на Ханьли. Тем временем Ханьли уже находился в нескольких километрах от него и внезапно поднял кулак, прежде чем нанести всемогущий удар по воздуху. Раздался оглушительный грохот, и все багровое пространство сильно содрогнулось, когда перед кулаком Ханьли появилась линия яркого света, которая быстро превратилась в белую расщелину, протянувшуюся на тысячи километров. Затем раздался звук разбивающегося зеркала, когда все багровое пространство рассыпалось от белой расщелины, а затем распалось на бесчисленные осколки. Внезапно все вернулись в небо над уединенным двором в городе Небесной Воды. На аллее за пределами двора лежали 8 культиваторов в синих мантиях, а рядом с ними на земле валялось несколько табличек барьера. Естественно, это были те, кто вызвал и контролировал багровое пространство, и что было довольно удивительно, так это то, что все они были культиваторами стадии интеграции тела. Похоже, они пострадали от какой-то отдачи из-за разрушения багрового пространства, и они не только потеряли сознание, но и из всех их отверстий текла кровь, создавая впечатление, что они находятся на грани смерти. Внутри двора все тело Змея-16 было обуглено до черноты, и он совершенно неподвижно прислонился к старому засохшему дереву. Черные нити света, пронзающие его тело, уже исчезли, и его аура была довольно нестабильной, но, похоже, его жизни ничего не угрожало. Внезапно в небе над двором вспыхнул ослепительный свет, и появились две фигуры, которые тут же отступили в разные стороны. Одной из этих фигур был Змей-9, и красный свет в его глазах постепенно угасал.
В результате его разум прояснился, и на его лице появилось радостное выражение. Напротив, старик в фиолетовой мантии с другой стороны имел чрезвычайно мрачное выражение лица, и он повернулся к Ханьли с сильной злобой в глазах. Ханьли казался самым слабым из троицы, поэтому он и не думал, что Ханьли сможет определить самое уязвимое место в барьере и разрушить весь барьер одним ударом. Багровое пространство было гораздо более стабильным, чем обычный барьер, и даже если бы обычный бессмертный смог определить уязвимое место в нем, все равно не было никакой гарантии, что он сможет разрушить барьер. Однако сейчас было не время размышлять о таких вещах. Старик в фиолетовой мантии быстро ударил ладонью по дну чаши в своей руке, и по площади быстро распространились волны странных пульсаций, видимых невооруженным глазом. Из переулка донеслась череда глухих ударов, когда головы всех потерявших сознание культиваторов стадии интеграции тела взорвались одна за другой. Сразу же после этого их зарождающиеся души были притянуты вспышками странных пульсаций, влетая в чашу полосами багрового света, прежде чем быть уничтожены в мгновение ока. Единственным исключением стал один из культиваторов стадии интеграции тела, вокруг которого появился слой белого света. Похоже, он нес с собой какое-то сокровище, которое было способно отразить воздействие этих странных пульсаций, тем самым предотвратив взрыв его головы. Старик в фиолетовой мантии слегка замялся, увидев это, но у него не было времени зацикливаться на таких мелочах, и он быстро нанес удар. Черные руны на поверхности чаши снова засияли, и из нее вырвались два еще более толстых луча света, устремившихся прямо к Ханьли и Змею-9. Духовные узоры на поверхности синей тыквы в руке Змея-9 на мгновение вспыхнули, и из отверстия тыквы вырвался толстый столб воды. Раздался оглушительный грохот, когда черный свет и синяя вода яростно взорвались, и вода брызнула во все стороны. Змей-9 отлетел на несколько сотен метров от возникших ударных волн, прежде чем ему наконец удалось удержаться, а Ханьли тоже был вынужден предпринять уклоняющиеся маневры против луча черного света, направленного на него. К тому времени, когда они оба пришли в себя, старика в фиолетовой мантии уже нигде не было видно. Глава 108. Три тела. Ханьли задержался на мгновение, а затем быстро оказался рядом с Змеем-16. Он помог ему подняться и дал ему пилюлю. «Благодарю, собрат Даос», Змей-16, получив серьезные раны, коротко кивнул в знак благодарности и тут же сел, скрестив ноги, чтобы усвоить пилюлю и залечить раны. Тем временем, после исчезновения старика в фиолетовой мантии, Змей-9 внезапно спустился к единственному выжившему культиватору стадии интеграции тела в переулке рядом с двором. Не успел культиватор и слова сказать, как Змей-9 молниеносным движением схватил его за голову, сжав пальцы в когти. Синий свет вспыхнул на его ладонях, и культиватор мгновенно потерял сознание. В следующее мгновение, с помощью какой-то тайной техники, из головы мужчины была насильно извлечена испуганная красная зарождающаяся душа. Она была окутана синим светом, а ее глаза казались сонными и слабыми. Змей-9 вернулся во двор с зарождающейся душой в руке. Он взглянул на сидящего Змея-16, а затем повернулся к Ханьли. «Не думал, что ты такой эксперт в массивах, товарищ Даос. Я подумал, что ты дезертировал, но, похоже, поторопился с выводами». «Прошу прощения», — сказал Змей-9. «Ты слишком добр, товарищ Даос. Я не эксперт в массивах, мне просто посчастливилось найти уязвимое место в том пространстве. И все благодаря твоим усилиям по удержанию того ложного бессмертного», — с улыбкой ответил Ханьли. Змей-9 не стал продолжать эту тему и с холодным взглядом повернулся к зарождающейся душе в своей руке. Затем он поднял другую руку. Из его ладони вырвался поток густых черных нитей, которые вонзились прямо в голову зарождающейся души. Душа содрогнулась и издала мучительный вопль, но Змей-9 оставался невозмутимым, выпуская все больше черных нитей в голову жертвы. Голос души становился все слабее, а выражение ее лица все более застывшим и пустым. Змей-9 слегка нахмурился, словно чем-то недовольный, и количество черных нитей, вырывающихся из его ладони, резко возросло. В этот момент тело зарождающейся души покрылось слоем прозрачного света, сделав ее полупрозрачной. Ханьли с тревогой наблюдал за происходящим, но не успел он ничего сказать, как душа взорвалась, рассыпавшись на бесчисленные частицы прозрачного света. Змей-9 помрачнел. Похоже, на его зарождающуюся душу было наложено какое-то ограничение, которое срабатывает при попытке проникнуть в его мысли. «Ты что-нибудь узнал?» Со слабым вздохом спросил Ханьли. «Ничего полезного». Учитывая, что он был всего лишь культиватором стадии интеграции тела, он вряд ли знал что-то важное. «Однако я могу подтвердить, что члены гильдии странников, которые были здесь раньше, уже убиты», — ответил Змей-9. Ханьли слегка нахмурился. «Что мы будем делать?»
спросил Змей-16, поднимаясь на ноги. К этому моменту он уже немного оправился от своих ран. Для начала проведем тщательный поиск по всему городу. Наше прикрытие раскрыто, так что больше нет смысла скрываться, ответил Змей-9. Тем временем, высоко в небе, над облаками, на расстоянии десятков тысяч километров от города Небесной Воды, корабль цвета темного красного дерева мчался вперед, словно рассекая волны. Корабль состоял из 2 уровней, на каждом из которых было несколько отдельных комнат. На его бортах были выгравированы 8 пар гигантских красных крыльев, которые быстро хлопали. В одной из комнат на верхнем этаже сидел, скрестив ноги, старик в фиолетовой мантии, тот самый, что недавно сражался с Хань Ли и его товарищами. На его лице застыло мрачное выражение. После недолгого молчания он достал нефритовый диск размером с ладонь и несколько раз постучал по нему. На поверхности диска вспыхнул красный свет, и раздался грубый голос: «Как все прошло, Чоуву, я уже сразился с людьми, посланными гильдией странников», бесстрастно ответил старик в фиолетовой мантии. «Ясно. Значит, все так, как я и ожидал», самодовольно ответил голос в нефритовом диске. «Их общая сила намного превзошла твои прогнозы. Там было 2 ложных бессмертных и 1 земной бессмертный. Если бы не мои козыри в рукаве, я бы легко мог погибнуть. И хотя мне удалось сбежать, один из моих подчиненных попал к ним в руки», возмущенно проворчал старик в фиолетовой мантии. «А, этот подчиненный что-нибудь знает?» Голос в нефритовом диске слегка дрогнул. «Он всего лишь культиватор стадии интеграции тела, что он может знать?» Презрительно фыркнул старик. «Хорошо. Значит, к тебе одному было послано 3 истинных бессмертных. Похоже, гильдия странников на этот раз всерьез взялась за нас. Если они отступят, то обе стороны избегут больших проблем, но если они продолжат докучать, то святой владыка преподаст им хороший урок. Спасибо за твою работу, можешь возвращаться», приказал голос в нефритовом диске. Старик в фиолетовой мантии слегка нахмурился, явно недовольный тем, что владелец голоса в нефритовом диске отдавал ему приказы, но он промолчал и прервал голосовую передачу. После этого он сложил печать, и красное свечение, исходящее от корабля, значительно усилилось, ускоряя его полет. В одном из каменных залов города Небесной Воды. Это было довольно большое помещение, но внутри оно было пустым. По обе стороны зала стояли ряды каменных колонн, на вершинах которых находились незажженные жаровни. В этот момент у входа в зал стояли Хань Ли, Змей-9 и Змей-16, снявшие свои маскировки. Поскольку они больше не боялись быть обнаруженными, они могли свободно использовать свое духовное чувство, что позволило им быстро провести тщательный поиск по всему городу. В результате они не обнаружили ни культиваторов выше стадии пространственного закаливания, ни каких-либо аномалий, заслуживающих внимания. Однако они нашли этот каменный зал в уединенном месте в южной части города. В центре зала лежали 3 трупа, аккуратно сложенные вместе. Все 3 тела были полностью высохшими, а лица искажены, словно они увидели что-то ужасающее перед смертью. Рядом с телами лежали несколько лазурных масок, похожих на те, что носили Хань Ли и его товарищи. Судя по тому, насколько высохли тела, похоже, из них в один миг высосали всю кровь. Тот факт, что эти тела были оставлены в этом каменном зале без каких-либо попыток скрыть их, указывал на то, что это была явная провокация. «Это должно быть те члены гильдии, которые проникли на остров до нас», заметил Змей-9, осматривая тело и их маски. Один из них был на стадии Великого Вознесения, а 2 других — на стадии интеграции тела. Похоже, они были убиты в одно мгновение, и даже их зарождающиеся души не смогли спастись. Предполагаю, это сделал тот ложный бессмертный, с которым мы сражались. Однако, вспоминая сейчас, похоже, он был способен использовать некоторую силу законов, задумчиво произнес Хань Ли, осматривая 3 тела. Похоже, Гун Шухун был готов. Он расставил ловушку, и мы попались, с горечью сказал Змей-16. Сейчас не время сожалеть о прошлом. Похоже, в городе Небесной Воды мы не найдем никакой полезной информации. Прежде чем уйти, мы должны сообщить Змею-3 о ситуации, а затем обсудить, как действовать дальше, сказал Змей-9. После этого он сложил печать, и его синяя маска покрылась рябью. Маска начала хаотично мигать, а затем резко засветилась. Змей-9 тут же закрыл глаза, и его губы зашевелились, передавая сообщение с помощью голосовой передачи. Хань Ли и Змей-16 молча стояли рядом. Через некоторое время свет, исходящий от маски Змея-9, погас, и он открыл глаза. «Что сказал Змей-3?» Тут же спросил Змей-16. «Он поручил нам немедленно отправиться в город Драконьего озера, чтобы встретиться с ним», ответил Змей-9. «На них тоже напали?» Спросил Хань Ли.
Город, в который направляются Змей-3 и другой собрат Даос, находится довольно далеко, поэтому они еще не добрались туда. Однако, судя по ситуации здесь, члены гильдии, с которыми они должны встретиться, скорее всего, тоже уже мертвы. Теперь, когда они знают о ситуации, врагу будет не так просто застать их врасплох, ответил Змей-9. Хань кивнул в ответ и не стал задавать никаких вопросов. Больше нет смысла оставаться здесь, так что пойдем. Змей-9 взмахнул рукой, высвободив поток синего света, который подхватил тело и убрал их в пространственный артефакт, а затем направился к выходу. Троица покинула каменный зал, быстро вышла из города небесной воды и оказалась на бесплодной равнине. Змей-16 как раз собирался применить технику сокрытия, когда его остановил Змей-9. В этом нет необходимости. Змей-3 говорит, что поскольку враг уже знает о нашем присутствии на острове, не нужно больше беспокоиться о сокрытии. Мы можем отправиться прямо в город Драконьего озера. Говоря это, он взмахнул рукавом, и вокруг них появились синие волны, а впереди возник синий летающий ковчег длиной более 30 метров. Ковчег был полностью прозрачным, с гладким дизайном и духовным светом, исходящим от его поверхности. Змей-16 слегка удивился при виде ковчега, а затем в его глазах появилась зависть. Этот корабль целиком сделан из голубого небесного облачного кристалла. Это не бессмертное сокровище, но недалеко от него, похвалил Хань. Ты слишком добр, собрат Даос. Это всего лишь духовное сокровище, оно не идет ни в какое сравнение с бессмертным сокровищем, усмехнулся Змей-9. Сила, которую Хань продемонстрировал во время недавней битвы, произвела на Змея-9 большое впечатление, и в результате он неосознанно разговаривал с Хань более вежливо. Этот летающий ковчег достаточно быстр и сойдет в качестве транспорта. Змей-16, постарайся как можно скорее восстановиться. Уверен, нас ждут еще более тяжелые битвы, сказал Змей-9, запрыгивая на переднюю часть ковчега. Змей-16 кивнул в ответ, а затем вместе с Хань также взлетел на ковчег. Змей-9 взмахнул рукой, высвободив заклинание, и синее свечение, исходящее от летающего ковчега, значительно усилилось, когда он взмыл в воздух, превратившись в полосу синего света. Город Драконьего озера был намного больше, чем город Небесной воды. В городе было озеро площадью более 400 гектаров, которое соединялось с несколькими большими реками, протекающими через весь город. Сейчас было утро, и по городу ходило много людей, создавая оживленную и шумную картину. Когда Хань и его товарищи прибыли в город, а затем добрались до уединенного поместья в западной части города, все остальные уже были там, но, судя по всему, тройка Змея-8 тоже только что прибыла. Змей-9 подробно рассказал Змею-3 о засаде, которую они пережили в городе Небесной воды, а затем показал тело членов гильдии странников, ранее проникших на остров. При виде высохших тел на земле взгляд Змея-3 похолодел, а выражения лиц всех остальных тоже слегка изменились. Глава 109. Исследование города Красной Луны. Они уже были такими, когда мы их обнаружили. Мы предполагаем, что их убил тот же ложный бессмертный, который устроил нам засаду, сказал Змей-9, отводя взгляд от тел на земле. Услышав о том, что случилось с вашей группой, мы со Змеем-8 также прибыли в наши пункты назначения, и, как и ожидалось, все члены гильдии, которые ранее проникли на остров, уже исчезли, мрачным голосом сказал Змей-3. По пути сюда мы не обнаружили ничего необычного, кроме заброшенных городов, жители которых якобы отправились в святой город на паломничество. Что касается самого паломничества, то результаты нашего расследования очень похожи на то, что обнаружили Змей-9 и остальные, скорее всего. Это просто способ для Гун Шухуна собрать силу веры, сказал Змей-8 после недолгого раздумья. Вы тоже слышали, что из числа людей, участвующих в паломничестве, будут выбраны так называемые самые преданные последователи, и что эти избранные не вернутся в города, в которых они когда-то жили? Внезапно спросил Хань. Мы действительно слышали об этом. По-видимому, их отвезут в другой город с более плодородными землями. Возможно, это просто метод, который Гун Шухун использует, чтобы повысить уровень преданности своих последователей, небрежно ответил Змей-8, а затем сменил тему, продолжив. По пути сюда ни на группу Змея-3, ни на мою группу не было совершено нападение, поэтому похоже, что Гун Шухун уже давно опасается нашей гильдии странников. В свете этого, я считаю, что нам необходимо пересмотреть точность информации, которую гильдия ранее получила об острове Красной Луны. Действительно. Возможно, Гун Шухун уже знает, что мы находимся на острове Красной Луны, и он намеренно распространил ложную информацию, чтобы заманить нас в ненужное место. Однако, похоже, он недооценил нашу общую силу. Оставив все остальное в стороне, я думаю, можно с уверенностью заключить, что Гун Шухун определенно не будет ни в одном из 6 или 7 мест, отмеченных на карте.
Вместо этого есть вероятность, что он сейчас находится в городе Красной Луны, так что мы можем отправиться туда и посмотреть. Возможно, нам удастся что-нибудь найти, предложил Змей-9. Кстати, на острове Красной Луны в общей сложности 28 провинций, и почти в каждой из них есть город под названием «Город Красной Луны», сказал Змей-8, покачав головой. Правда. Змей-9 был очень удивлен, услышав это. На карте, которую мы получили, отмечено место под названием «Город Красной Луны», но, проезжая через один город, мы случайно обнаружили, что город Красной Луны, о котором они говорили, находится совсем в другом месте. Сначала мы не придали этому особого значения, думая, что они просто оговорились, но это оказалось не так. Хотя мы проехали только через несколько провинций, мы внимательно следили за этим и обнаружили, что в каждой из провинциях, через которые мы проезжали, есть город Красной Луны, сказал Змей-8, взмахнув рукавом и выпустив 5 нефритовых табличек, которые полетели к Ханьли и остальным. Все поймали нефритовые таблички и влили в них свое духовное чувство. На карте в нефритовой табличке было отмечено гораздо больше мест, чем на ранее полученной, и, как и ожидалось, помимо первоначально отмеченного города Красной Луны, в каждой из провинций, через которые прошла группа Змея-8, был отмечен еще один город Красной Луны. Каждая провинция была чрезвычайно обширной, поэтому, если бы высокоуровневые культиваторы в этих провинциях намеренно держали это в секрете, у смертных или даже низкоуровневых культиваторов не было бы возможности узнать о существовании других городов Красной Луны. В городах, через которые мы проезжали по пути сюда, продавались только карты определенных районов, но карт всего острова в продаже не было, и похоже, что это было сделано по замыслу Гун Шухуна. На его подчиненных, скорее всего, наложено какое-то особое ограничение, не позволяющее им разглашать это кому-либо. Я думаю, можно даже предположить, что карта, которую мы изначально получили, была намеренно передана нам Гун Шухуном, размышлял Змей-9. Все замолчали, услышав это. Учитывая всю эту новую информацию, местонахождение Гун Шухуна стало полной загадкой, что сильно затрудняло выполнение миссии. Внезапно Ханьли осенило, и он снова прижал нефритовый диск к колбу, а в его глазах промелькнул странный взгляд. Поскольку у нас нет других зацепок, начнем с расследования этих городов Красной Луны. Мобилизуйте всех и проверьте эти города один за другим, распорядился Змей-3. Змей-9 слегка запнулся, услышав это, а затем спросил: «Ты не пойдешь с нами, Змей-3, я буду действовать самостоятельно. Если вы что-нибудь узнаете, просто передайте мне информацию с помощью голосовой передачи», ответил Змей-3, после чего его тело окутало красное свечение, и он взлетел в небо, направляясь в определенном направлении, не пытаясь скрыть свою ауру. Похоже, Змей-3 намерен открыто искать Гун Шухуна. Давайте последуем его инструкциям. Сейчас мы находимся в провинции Волн, и мы не слишком далеко от города Красной Луны в этой провинции, сказал Змей-8. Таким образом, все немедленно приняли разные лица, используя свои маски, а затем смешались с толпой, прежде чем покинуть город. Когда они проходили по одной из улиц, Ханьли внезапно сказал: «Пожалуйста, подождите меня здесь минутку, мне нужно кое-что сделать. Приношу извинения за неудобство». Затем, прежде чем кто-либо успел ответить, он быстро направился в магазин, где продавались всевозможные книги. Все слегка опешили, увидев это, но они обменялись быстрыми взглядами и ничего не сказали. Вскоре Ханьли вышел из магазина с несколькими книгами в руках, и, похоже, это были книги о географической среде этого острова. «Извините, что заставил вас ждать», — сказал Ханьли, убирая книги на глазах у всех. Группа быстро покинула город Драконьего озера, а затем добралась до уединенного места, прежде чем подняться в небо. Змей-9 снова выпустил свой прозрачный синий летающий ковчег в качестве транспорта для себя, а также для Змея-16 и Ханьли, чем привлек большое внимание Змея-8 и остальных. Ханьли стоял на духовном ковчеге и смотрел вниз на реку возле города Драконьего озера, а затем сел, скрестив ноги, достал только что купленные книги и принялся внимательно их читать. Змея-16 действия Ханьли несколько озадачили, но он не обратил на него внимания, продолжая залечивать свои раны. Ханьли быстро прочитал купленные книги, а затем, немного подумав, достал нефритовый диск, который Змей-8 ранее дал всем, и влил в него свое духовное чувство. В этот момент небо постепенно начало темнеть, и наверху появились звезды. Группа из 7 человек путешествовала почти целый день, прежде чем остановиться перед большим городом. Этот город был ничем иным, как городом Красной Луны провинции Волн, и он был еще больше, чем город Драконьего озера, с огромной рекой шириной в несколько километров, протекающей через него. Весь город был окутан огромным синим барьером, который время от времени рябил всплесками прозрачного света, представляя собой довольно загадочное зрелище. Сквозь синий световой барьер можно было разглядеть лишь смутные очертания города.
Однако в барьере были проемы, соответствующие местоположению 4 городских ворот, расположенных на севере, юге, востоке и западе, что позволяло людям входить в город и выходить из него. У каждых из 4 городских ворот находились культиваторы в синих одеждах, которые проверяли людей, желающих войти в город или выйти из него. Если я не ошибаюсь, это должно быть широко известное иллюзорное ограничение пульсации тысяч огней. Оборонительные свойства ограничения не очень выдающиеся, но оно чрезвычайно чувствительно к духовному чувству, размышлял Змей-8, осматривая ограничение. Если этот город так сильно охраняется, есть ли вероятность, что это тот самый город Красной Луны, который мы ищем? Предположил Змей-21, и на его лице появилось радостное выражение. Услышав это, глаза всех остальных тоже загорелись. Независимо от того, так это или нет, давайте сначала войдем и посмотрим. Будьте все время настороже и максимально сдерживайте свое духовное чувство, чтобы не спровоцировать никаких массивов или ограничений, распорядился Змей-8. В глазах Змея-9 промелькнул оттенок недовольства, он явно был недоволен тем, что ему приказывает Змей-8, но он ничего не сказал. 7 спустились в уединенное место за пределами города, а затем направились к толпе людей, входивших в город. У городских ворот стояли культиваторы стадии божественной трансформации, но они, естественно, не смогли разглядеть маскировку, принятую Хань Ли и остальными, и все 7 успешно вошли в город. Земля в городе была вымощена большими плитами синего камня в аккуратном и упорядоченном виде, а вдоль улиц тянулись магазины, представляя собой процветающее зрелище. 4 городских ворот соединялись парой широких дорог, которые делили весь город на 4 района. В центре города находилась огромная площадь, в центре которой возвышалась огромная статуя. В этот момент город был переполнен людьми, как и огромная площадь в центре города, а также все улицы и дороги. По меньшей мере, в городе должно было находиться несколько миллионов человек. Все эти люди с благоговением поклонялись статуе в центре площади, и весь город был наполнен торжественной атмосферой. Хань Ли слегка удивился, увидев это, и он, как и все остальные, быстро понял, что происходит. Скорее всего, это было то самое паломничество, о котором они слышали. В глазах Хань Ли вспыхнул синий свет, когда он осмотрел свое окружение, после чего его брови слегка нахмурились. В городе было огромное количество людей, но большинство из них были смертными, не обладающими магической силой. Среди них было несколько культиваторов, но все они были низкоуровневыми, начиная от стадии конденсации ци и заканчивая стадией формирования ядра. В городе также были культиваторы в синих одеждах, но ни один из них не обладал продвинутым уровнем культивации. Как и культиваторы, стоявшие у городских ворот, эти культиваторы в синих одеждах были на стадии зарождающейся души или стадии божественной трансформации, и среди них не было ни одного культиватора стадии пространственного закаливания. По-видимому, это было не то место, которое они искали. К этому моменту все остальные тоже это заметили, и их лица слегка омрачились. В любом случае, нам следует тщательно осмотреть этот город. Возможно, нам удастся найти какие-то зацепки, предложил Змей-8. Все остальные кивнули в знак согласия, и после краткого обсуждения они решили разделиться. Город был слишком большим, и Хань Ли с остальными не могли просто использовать свое духовное чувство, чтобы прочесывать большие территории за один раз. В любом случае, все были в городе, так что даже если бы враги устроили засаду, они были бы достаточно близко друг к другу, чтобы оказать поддержку. Таким образом, решение было принято, и все быстро разделились. Хань Ли шел по одной из улиц, осматривая все вокруг, а в его глазах вспыхивал синий свет. Его тело приняло полуматериальную форму, что позволило ему слиться с окружающей средой. Все люди на улице поклонялись статуе, поэтому он бы сильно выделялся, если бы шел по улице один, и поэтому он решил применить эту технику сокрытия. Спустя несколько мгновений Хань Ли оказался перед магазином на обочине улицы, и это был еще один книжный магазин. В этот момент весь город наблюдал за паломничеством, поэтому, хотя магазин был открыт, покупателей в нем не было, только менеджер средних лет присматривал за прилавком. Хань Ли влетел в магазин, а затем через несколько мгновений снова вылетел. После этого он больше не останавливался и принялся тщательно исследовать город. Из-за огромных размеров города им потребовалось почти полдня, чтобы осмотреть весь город, после чего они снова собрались в уединенном месте. К сожалению, никому из них не удалось найти никакой полезной информации. По-видимому, этот город был совершенно ничем не примечателен, кроме своих огромных размеров. Похоже, это не тот город Красной Луны, который мы ищем. В таком случае, нам не стоит больше терять здесь время. Как раз в этот момент Змей-25 внезапно прервал Змея-8. «Подожди секунду, собрат Даос Змей-8, здесь под землей что-то странное». В этот момент Змей-25 присел на корточки, и из его тела исходили видимые невооруженным глазом желтые волны, которые исчезали в земле.
Глава 110. Зацепки. Вам удалось что-нибудь найти там внизу? Торопливо спросил Змей-8, и в его глазах загорелся восторженный огонек. Я предлагаю всем вам взглянуть на то, что находится на глубине 300 метров под нами, сказал Змей-25, снова выпрямляясь. Все немедленно высвободили свое духовное чувство и направили его в землю под своими ногами, после чего их глаза быстро загорелись. Прямо под ними находилась большая подземная полость, и она явно была создана искусственно. Хорошо, что у вас такое внимание к деталям. Иначе мы бы это полностью пропустили, похвалил Змей-8. Ты слишком добр, товарищ Даос. Просто я использую специальную технику культивации, которая повышает мою чувствительность к тому, что находится под землей, ответил Змей-25 со скромной улыбкой. Давайте спустимся туда и посмотрим. Змей-8 больше ничего не сказал и повел всех под землю. Трое других членов его команды немедленно последовали за ним, как и Змей-25. Вскоре на поверхности остались только Ханьли, Змей-9 и Змей-16. Змей-9 выглядел сильно недовольным и не сразу последовал за Змеем-8 и остальными под землю. Ханьли и Змей-16 обменялись взглядами, а затем тоже решили остаться на месте. Хотя все 7 действовали сообща, из-за команд, назначенных Змеем-3, между ними образовались определенные фракции. После недолгого молчания тело Змея-9 окутало синее свечение, и он тоже исчез под землей. Ханьли и Змей-16 быстро последовали его примеру, и вскоре они прибыли в ту подземную полость. Пространство внутри подземной полости было довольно большим, с радиусом не менее нескольких километров. Земля была очень гладкой и ровной, и она была полностью вымощена плитами синего камня, образуя круглую подземную площадь. Казалось, что в этом районе уже очень давно никого не было. Увидев это, все невольно обменялись взглядами. Ханьли вкратце осмотрел свое окружение, а затем вдохнул воздух в подземной полости и обнаружил, что здесь очень сыро. Кроме того, в воздухе витал слабый запах крови и неясная иньская аура. Он присел на корточки, погрузил пальцы в одну из плит синего камня на земле, а затем поднял ее, чтобы увидеть темно-красную землю внизу, на которой он обнаружил, что темно-красная почва окрашена в слабый черный цвет. Ханьли взял горсть земли, а затем, немного осмотрев ее, отбросил. «Ты что-нибудь обнаружил, Змей-15?» — спросил Змей-16. «Нет, мне просто кажется, что это место довольно странное. Слабый запах крови и иньская аура здесь указывают на то, что здесь, похоже, погибло много людей, и даже почва под этими каменными плитами была загрязнена, превратившись в иньскую почву», — задумчиво произнес Ханьли. «Возможно, это место было специально построено для борьбы с врагами», — предположил Змей-16. Ханьли покачал головой в ответ. Врагов острова можно было убить где угодно, так зачем же было строить эту огромную подземную камеру в качестве места казни? Он чувствовал, что в этом есть что-то очень подозрительное, но он не мог точно определить, что именно здесь не так. Тем временем Змей-8 и остальные тоже строили предположения о том, для чего могло использоваться это подземное пространство. Есть простое решение. Если мы хотим знать, почему здесь есть подземное пространство, нам нужно просто схватить кого-нибудь и допросить, внезапно сказал Змей-9, а затем взмахнул рукавом и выпустил небольшой желтый флажок, который в мгновение ока исчез в потолке подземной полости. Где-то на краю площади в городе Красной Луны культиватор средних лет в синем одеянии на стадии зарождающейся души патрулировал город и поддерживал порядок. Внезапно под его ногами вспыхнул желтый свет, и большая желтая рука молниеносно выстрелила, обхватила его ноги и потащила под землю. В то же время под его ногами появилась серия желтых волн, превративших твердый камень в болотистую массу. Таким образом, мужчина средних лет в мгновение ока исчез под землей, и желтые волны на земле тоже тут же исчезли. Все были всецело сосредоточены на паломничестве, поэтому никто не заметил того, что только что произошло. На потолке над подземной площадью вспыхнул желтый свет, и мужчина средних лет упал на землю. При виде группы Ханьли его лицо тут же изменилось, но его тело было окутано слоем желтого света, который не позволял ему двигаться и издавать какие-либо звуки. Змей-9 схватил мужчину за голову, и из его ладони вырвались бесчисленные черные нити, которые исчезли в голове мужчины. Лицевые мышцы мужчины болезненно перекосились и задергались, из его отверстий начала сочиться кровь, но Змей-9 не обращал на это внимания, продолжая с холодным выражением лица выпускать из своей ладони все больше черных нитей. Спустя несколько мгновений тело мужчины средних лет резко содрогнулось, и в его голове раздался глухой стук, как будто там что-то взорвалось. Сразу же после этого его аура полностью исчезла, как и свет в его глазах. На лице Змея-9 появилось мрачное выражение.
Как и в случае с культиватором, стадии интеграции тела, которого он захватил в городе Небесной воды, на душу этого человека также было наложено ограничение, что привело к автоматическому самоуничтожению, как только к определенным воспоминаниям прикоснулись с помощью техники проникновения в мысли. Даже если бы на душе этих культиваторов не было наложено никаких ограничений, культиватор стадии зарождающейся души все равно бы мало что знал. Нет особого смысла оставаться здесь дальше. «Я предлагаю немедленно перейти к следующему городу Красной Луны», сказал Змей-8 с насмешкой в глазах. После этого он поднялся в воздух и исчез в каменном потолке наверху, а за ним немедленно последовали 3 человек рядом с ним. Змей-9 холодно хмыкнул, а затем вместе с Ханьли и Змеем-16 также покинул подземную полость. Вскоре группа из 7 человек покинула город и отправилась к следующему городу Красной Луны. Несколько дней спустя все 7 прибыли к другому городу, окутанному огромным синим барьером, и этот город находился прямо рядом с огромным озером. Назвать это озером было не совсем точно. На самом деле, оно было соединено с морем, что технически делало его внутренним морем. За пределами города находилась серия соединенных между собой доков с тысячами кораблей и лодок, входящих и выходящих, что представляло собой захватывающее зрелище. Это был город Красной Луны провинции Фэн, и это был уже 6-й город Красной Луны, который они посетили за последние несколько дней. Каждый из этих городов был таким же, как город Красной Луны в провинции Лан. Помимо жителей городов, соблюдавших паломничество, и подземного пространства, которое имелось в каждом городе, не было ничего необычного или заслуживающего внимания. 7 приземлились за пределами города, а затем тайком проникли внутрь. И снова в этом городе было 2 главные дороги, соединявшие 4 городских ворот с огромной круглой площадью в центре города. Этот город также был переполнен людьми, а площадь была заполнена верующими, которые приехали на паломничество со всей провинции. Ханьли вкратце осмотрел свое окружение своими глазами духовного прозрения, и на его лице тут же появилось разочарование. Как и в предыдущих нескольких городах Красной Луны, в этом городе вообще не было высокоуровневых культиваторов. И снова это, скорее всего, была ложная зацепка и пустая трата времени. Змей-8 как раз собирался что-то сказать, когда мимо него пронесся легкий ветерок, и Змей-9 уже увел Ханьли и Змея-16 вглубь города. В глазах Змея-8 промелькнул холодный взгляд, но он ничего не сказал и повел 3 сопровождающих его людей по другому пути. Спустя несколько мгновений тройка Ханьли прибыла в уединенное место. Как раз когда они собирались разделиться и отправиться по своим делам, Змей-9 внезапно сказал Ханьли и Змею-16, в гильдии есть негласное правило, что те, кто вносит значительный вклад в миссии, получают дополнительные награды, и эти награды часто бывают чрезвычайно щедрыми. Хотя у нас пока не так много зацепок, будьте постоянно начеку, чтобы награда не попала в руки Змея-8 и остальных. Ханьли и Змей-16 слегка запнулись, услышав это, а затем сложили кулаки в приветствии Змея-9. «Благодарим за наставление, собрат Даос». Змей-9 кивнул в ответ, а затем отправился в определенном направлении, и Змей-16 сделал то же самое, поспешно попрощавшись с Ханьли, похоже, очень желая получить эту награду для себя. Тем временем Ханьли пошел по другой улице, и его взгляд постоянно скользил по магазинам по обе стороны улицы, как будто он что-то искал. В этот момент паломничество, похоже, близилось к завершению, и по городу начало ходить много людей, поэтому ему не нужно было применять технику сокрытия. Вскоре Ханьли зашел в магазин на обочине улицы, и это был еще один книжный магазин. Магазин был довольно большим, в нем было 4 этажа. На первом этаже было 3 комнаты, каждая из которых была шириной около 12 метров, и они были заставлены книжными полками. Из-за продолжающегося паломничества торговля шла довольно вяло, и в магазине было не так много покупателей. «Чем могу помочь?» С теплой улыбкой к Ханьли тут же подошел полный мужчина средних лет с ухоженными усами, и, похоже, он был владельцем книжного магазина. «У вас есть старые карты или книги по географии?» «Чем старше, тем лучше», — ответил Ханьли, глядя на книжные полки в магазине. В глазах владельца магазина промелькнуло странное выражение, но оно задержалось лишь на мгновение, прежде чем он спокойно ответил: «У нас есть карты, но ни одна из них не очень старая». Хотя изменение в выражении лица владельца магазина присутствовало лишь долю секунды, оно, естественно, не ускользнуло от внимания Ханьли. Заинтригованный этим развитием событий, в его глазах появился слой прозрачного света, и при виде глаз Ханьли глаза владельца магазина мгновенно приобрели ошеломленный вид. «Принесите мне самые старые карты и книги по географии, которые у вас есть», — распорядился Ханьли. «Да», — деревянным голосом ответил владелец магазина, а затем повернулся и направился вглубь магазина. Ханьли последовал за владельцем магазина, и вскоре он вышел из магазина с книгой в коричневой обложке.
Страницы книги, похоже, были сделаны из какой-то звериной шкуры, и это, по-видимому, была очень старая книга. Когда Ханли перелистывал страницы книги, в его глазах появилось волнение. Почти полдня спустя группа из 7 человек снова встретилась, и все они выглядели довольно расстроенными. Они ничего не обнаружили в этом городе, и подземное пространство здесь также было совершенно пустым, поэтому никаких зацепок не было найдено. Где же он, черт возьми? Неужели нам придется бесконечно искать его на этом острове? Проворчал Змей-21. Не унывайте. Гун Шухун, возможно, скрылся, но это его крепость. Всего существует менее 30 городов Красной Луны. Если мы будем обыскивать их один за другим, мы обязательно найдем какие-то зацепки. Затем мы отправимся в город Красной Луны в провинции Занг, сказал Змей-8, прежде чем повернуться, чтобы уйти. Как раз в этот момент Ханли внезапно заговорил: «Подождите минутку, товарищ Даос Змей-8, возможно, я нашел некоторые зацепки, касающиеся местонахождения Гун Шухуна». Услышав это, все тут же повернулись к нему, и в глазах Змея-9 появился восторженный огонек, когда он торопливо спросил: «Что ты нашел?» Ханли вытянул вперед палец, и перед ним появился экран света, на котором отображалось изображение. «Пожалуйста, взгляните все», — сказал Ханли. Все повернулись к световому экрану и обнаружили, что на нем отображается карта острова. Она была очень похожа на карту острова, которую Змей-8 ранее всем показывал, только это была немного более подробной. Разве это не та карта, которую собрат Даос Змей-8 уже раздал всем? Мы ее уже видели, усмехнулся Змей-25 с ноткой презрения в голосе. Все остальные тоже были несколько озадачены. Однако Змей-8 и Змей-9, похоже, были весьма заинтригованы тем, что они видели.